Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 23 августа, среда. Как всегда, важнейшие последние новости. И я вам скажу откровенно, вот они настолько важны, что некоторые из них повлияют не только на развитие событий в ближайшие недели, но десятилетия. Это колоссальное, то, что сейчас происходит. Это тектонический сдвиг на международной арене. Ну, начну с частного, потом перейдем от конкретного к абстрактному и дальше обратно. Я вам рассказывал в предыдущих видео по поводу того, какая какофония наблюдается в СМИ Соединенных Штатов, да и Западной Европы по поводу освещения характера военных действий на территории Украины. И я вам объяснил, что это объясняется, что это вызвано прежде всего непониманием со стороны журналистов того, что происходит, потому что та война, которая имеет место на территории Украины, такой войны не было никогда. Предыдущая крупная война, 2003 год, это иракская свобода, Соединенные Штаты против Саддама Хусейна, это была совсем другая война. Там была маневренная, американцы ее разыгрывали, общевойсковая, там, со всеми прибамбасами 21 века. А то, что происходит на территории Украины, это технологические элементы 21 века, помноженные на тактику Первой мировой войны. То есть из тех военных специалистов, которые сейчас дают интервью анонимно, а это не четырехзвездные генералы, они такие не дают интервью анонимно, а вот там рангом значительно ниже. Никто из них в такой войне не участвовал, понятия не имеет, что происходит. Это первая причина. А вторая – это нарастание внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах Америки в связи с выборами президентскими 2024 года. Ну и вот сегодня последний пример. Опять отличились две газеты. Я вам говорил, что одна и та же газета может в одном и том же номере писать и положительную, так сказать, статью в адрес Украины, ВСУ, и отрицательную статью разными журналистами. И вот, наконец-то, не только нам это надоело, но и очень уважаемому учреждению под названием Институт изучения войны, который наверняка хорошо известен большинству зрителей моего канала из Украины, который возглавляет уважаемый четырехзвездный генерал, бывший замначальника штаба армии США, генерал Кин. И я вам говорил, что это как раз тот генерал, который... Ему немного нужно. Ему нужна только команда из ФБР и небольшое подразделение морских котиков. И назначил его на должность главного администратора распределения американской, вообще западной помощи в Украину. И он покончит там с коррупцией в течение 2 месяцев. Так вот, этот институт изучения войны выступил в защиту Украины. И буквально несколькими абзацами разгромил щелкоперов из «Нью-Йорк Таймс» и других газет. Причем он говорил практически теми же тезисами, что и мы с вами обсуждали в предыдущих видео. Первый тезис, которым сегодня критиковала «Нью-Йорк Таймс» ВСУ, ссылаясь на военных, анонимных военных США. Дескать, вот ВСУ растянули наступление на слишком большой протяженности, а надо все это концентрировать в одном месте, а для этого не нужно там операции никакие мощные на востоке, в частности в Бахмуте. Вот все надо в одну точку сконцентрировать и там долбить. Причем, когда «Нью-Йорк Таймс» вот это писала, они наверняка забыли эту историю, с которой началась вот эта вся мутная война непонимания на страницах американской печати. Я бы рассказывал эту статью, эту историю, когда тройка, первоначально это была тройка, но потом оказалось, что их было аж 6. Залеты гастролеров, один из Польши, остальные из Соединенных Штатов, неведомо как проникли на передовые позиции ВСУ, провели там несколько дней и после этого поперли со своей критикой. Так вот, они тогда-то и говорили, что проблема ВСУ, неудачи, они объясняются тем, что надо наступать на всей протяженности фронта, а не в одном месте, а ВСУ долбит в одном месте. Теперь точностью да наоборот, пишут напротив и опять критицизм. То есть ВСУ плохо, что на большом протяжении атакуют, и плохо, что на узком
участки атакуют. Ну так вот, Институт изучения войны им объяснил, что нужен сбалансированный подход. И это хорошо, то, что сейчас делает ВСУ. Потому что то, что они сейчас держат, ну, американцы пишут, чуть ли не 50% мощи ВСУ сосредоточена на Востоке, там вот Бахмут там и так далее. Это позволяет сковать силы Российской Федерации, которые в противном случае были бы перемещены там, где ВСУ пытается пробиться сейчас на юге. То есть все делает ВСУ правильно, поэтому надо оставить их в покое, и пусть они занимаются своим делом. И это касается и усилий ВСУ в районе Бахмута, а также украинской наступательной операции к югу от Великой Новоселки или Новосылки, которая ведется параллельно с операциями в направлении Мелитополя. И все это правильно. То есть Институт изучения войны на нашей стороне. Но вот Business Insider, который рассказывает про эту историю, значит, он замечает, помимо того, по мере того, как Украина пытается добиться решающего прорыва, возникают разногласия с западными союзниками по поводу применяемой ею тактики. Категорически не соглашусь с этим заявлением. Я знаю из источников, которым я абсолютно верю, из военных кругов Соединенных Штатов Америки, что у руководства ВСУ в лице генерала Залужного, руководство Пентагона в лице генерала Милли, в лице главнокомандующего вооруженными силами НАТО и США в Европе генерала Каволи нету никаких разногласий. Нет. Может быть, у них у всех вместе есть разногласия с политическим руководством Соединенных Штатов Америки, это может быть, но между ними никаких разногласий нет. Поэтому вот все вот это вакханалия, какофония зависит от того, то есть писать-то надо, горячее событие, я имею в виду американским журналистам. Ну, вот сегодня взяли они у полковника ВСУ, он одно сказал, умную мысль. Завтра они поговорили с сержантом, сержант сказал другое. Вот так они все это и мечутся. Один и тот же журналист может писать разные вещи в зависимости от того, с кем последним он поговорил. По этому поводу мне понравилась цитата, которую Business Insider приводит в своей статье. Цитирую. Виталий Крюков, командир подразделения элитной тактической группы «Адам», ранее сказал корреспонденту Insider, что Украина должна выбрать такую тактику, чтобы сохранить как можно больше своих солдат. Цитата. «Я думаю, что для украинской армии нет другого выбора, кроме как сделать так, чтобы наши потери не были резкими или большими, даже несмотря на штурмовую кампанию. И это правильно». Интересно, маленькая, но важную информацию сообщает журнал Newsweek. По оценкам американских экспертов, с 24 февраля прошлого года по настоящее время 1/5 летательных аппаратов, которые были сбиты или разбились, Российской Федерации, которые были сбиты или разбились в небе над Украиной, короче говоря, прекратили свое жизненное существование. А это включает самолеты, вертолеты и транспортные самолеты. Так вот, все они были уничтожены не в результате боевых действий, не в результате того, что их сбило ВСУ, а по причине или же неумения управлять этими аппаратами российскими пилотами, или же в результате того, что их сбивали свои же, или в результате поломок, которые приводили к катастрофам. 1/5, каждый 5-й летающий аппарат. Это вот вам к характеристике второй армии мира. И журнал Newsweek напоминает то, что я вам сказал в предыдущем видео. Мне очень нравится эта мысль, потому что она точно характеризует вот эту вторую армию мира. Журнал Newsweek подчеркивает, что 50% тех территорий, которые первоначально захватил российская военщина с февраля 24 года в течение первых 2-3 месяцев, потом 50% этой территории отбило ВСУ. Но тут нужно добавить, что вот эти территории, которые первоначально
поставили под контроль вооруженные силы Российской Федерации, они сделали это без боя, без единого выстрела. Они были отданы пятой колонии. То есть заслуги здесь вооруженных сил России в их захвате не было никакой. А потом, когда ВСУ начало свои наступательные операции, ВСУ отбили 50% подаренной изначально пятой колонии России, пятой колонной России, значит, оккупантам в начале кампании земель. То есть эффективность действия Второй армии мира на территории Украины с 24 февраля минус 50%. Минус 50%. Вот и все, что нужно знать об этой армии. Правда, они сейчас закопались, влезли, но рано или поздно они оттуда будут выбиты. Кстати, тот же Институт изучения войны сообщает, как о серьезном политическом развитии событий. Это успешные действия ВСУ в районе Рабитна или Работино, где проявила себя комбинация трех элементов. Это американская техника, в частности, бронемашины Брэдли, затем воины ВСУ, мастерски обученные управлять и вести бой при помощи западной техники. Вот это как раз то, к чему и готовились ВСУ в этой операции. То есть все набирает темп. Положительное начало, фундамент, заложенный в основу этой наступательной операции, набирает темпы и непременно приведет к положительным результатам. Что касается, я вам сказал, что вот эта какофония в средствах массовой информации США, в отличие, то есть в отношении описываемого развития контрнаступления или наступления ВСУ, объясняется в том числе развитием политической ситуации в Соединенных Штатах, нарастание внутриполитической борьбы в связи с выборами 2024 года. Я вам рассказывал о тех сдвигах, которые произошли среди избирателей, то есть больше 50% оказались против, последние это результаты опроса, против дальнейшего оказания помощи Украине, и это произошло из-за резкого сдвига в позиции республиканских избирателей, там их против больше 70%. Это неизбежно сказалось на позиции законодателей, и даже те, которые раньше говорили, что надо помогать, теперь они меняют свою точку зрения. То есть это у них отмазка. То, что медленно идет наступление, или не так она идет, или тактика не такая, отсюда делается вывод, ну а что тогда помогать? То есть это на руку теперь республиканской партии, которая теперь так вот критикуют администрацию Байдена. То есть когда республиканцы были не во власти в Палате представителей, там можно было кричать, вот, значит, надо помогать тщательнее, больше и так далее. Вот теперь надо им сказать, пожалуйста, давайте деньги. Вот теперь все это, значит, все это проваливается. То есть это все вот разговоры, мне иногда пишут, там кто-то что-то сказал, что республиканцы будут голосовать против нового пакета на 24,5 миллиарда долларов, потому что они требуют, чтобы атакамс послали, F-16 послали. Значит, это ложь. Вы должны четко это понимать. При обсуждении нового пакета на 24,5 миллиарда оружие конкретное, которое будет поставляться на эти деньги, даже не обсуждается. Как не обсуждалось раньше, в течение предыдущих 1,5 лет, когда выдавали пакеты, принимали на 20 миллиардов, потом на 40. Сейчас нужно принять только общий пакет финансовый, а потом, когда придет время поставлять конкретные виды оружия, в зависимости от конкретной ситуации на поле боя, будет определяться номенклатура. Ну и, кстати сказать, вы уже знаете, на F-16 администрация дала зеленый свет, да в принципе на атакамс последнее сообщение было, что тоже не против и тоже поставят. Поэтому вот эти все разговоры о том, что мы будем голосовать против, потому что там атака, это просто ложь. Ложь и все. Дальше. Дональд Трамп. Дональд Трамп завтра должен сдаться властям штата Джорджия, вернее, зарегистрироваться в тюрьму. Вчера это сделали два его подельника
по выдвинутому против них обвинению в штате Джорджия, а там речь идет не больше, не меньше о рэкете, и о политическом рэкете, и о усилиях по отмену фальсификации выборов в Штатах. Так вот, двое из них уже сдались властям, зарегистрировались в тюрьме с утра к вечеру. Новостей о том, что они вышли из тюрьмы, не было. То есть по состоянию на вчерашний вечер они находились за решеткой. Трамп написал в одной из соцсетей, что завтра он придет и сдастся, чтобы его посадили в тюрьму. Прокуроры хотят начать судебное разбирательство в марте, однако адвокаты Трампа будут всячески пытаться это дело отложить на более поздний срок и желательно после выборов по понятным причинам. Второй крупнейший после Трампа обвиняемый по этому делу, бывший начальник аппарата Белого дома, всячески пытается через своих юристов перенести рассмотрение дела, его дело отдельно, просит, чтобы вывели производство в отдельный кейс, чтобы перевели его из штата в федеральный суд. Потому что, есть чудо, он надеется, что Трамп будет избран президентом, тогда, значит, можно, если федеральный закон, можно пересмотреть, там все это убрать. А вот если в штате, тогда выберу, даже если Трампа, в штате, может быть, если там останутся демократы, все так и останется. То есть он будет сидеть. Вряд ли. Прокуроры вряд ли на это согласятся, и вряд ли суд на это дело пойдет. Надо готовиться к суду. И теперь почти сенсация. Поскольку на Трампе уже гроздями, как на елке игрушки, висят эти все обвинения в совершении уголовных преступлений, крупнейшие доноры республиканской партии начинают задумываться. Им это не нравится. То есть их презрение к Трампу, их неверие в то, что он выиграет президентские выборы, нарастает по ускоряющейся. Причем, во что они не верят? То есть нет никаких сомнений, что он выиграет номинацию в качестве кандидата от республиканской партии. Его преимущество над следующей, на втором месте Десантисом и потом этому самому Вивеку Рамасвами, оно колоссальное. То есть тут сомнений нет. Сомнений есть, что он Джо Байдену проиграет. Вот в чем вся загвоздка. И ведущие доноры республиканской партии начинают смотреть за альтернативами. В качестве альтернативы фигурирует губернатор штата Вирджинии, где я имею счастье пребывать, Глен Янкин, а также губернатор штата Джорджия Брайан Кемп. Брайан Кемп, он выдвигается, рекомендуется только одним человеком пока, из тех, что известно, это Джон Болтон. Но это не тот авторитет, которого будет достаточно для того, чтобы Кемпа сделать кандидатом от республиканцев. Поэтому пока можно о нем забыть. А вот Глен Янкин – это другая история. За Янкина выступает миллиардер Роналд Лаудер, а также миллиардер Томас Петерфи. И самое главное, что за него выступает Руперт Мердок, которому принадлежит, в частности, Fox News. И еще несколько месяцев назад Янкин категорически отказывался от этой идеи, согласия на выдвижение на пост президента от республиканской партии. Но в последнее время он начал активно появляться на канале Fox, который принадлежит Руперту Мердоку. Теперь надо следить за Wall Street Journal, наверняка там начнут о нем писать. То есть вот есть такой вариант. Что я могу сказать? То есть я здесь жил при республиканцах, я здесь жил при демократах, среди конгрессменов, которые представляют мой округ, они меняются регулярно, и все нормально, я себя прекрасно здесь чувствую. Если будет Янкин, и он скажет, что он выступает за помощь Украине, я двумя руками за него проголосую. Это нормальные люди. То есть здесь нет, я не вижу в этом штате, Вирджиния, я имею в виду, каких-то диких историй о том, что у мальчиков что-то отрезают, девочкам что-то пришивают, что детей у родителей отбирают. То есть вот этой всей дури, не вижу. Тут нормальный ход событий при любых. А почему?
потому что здесь живут образованные люди. В основном те, которые работают на правительство в округе Колумбия, это вот все эти Пентагоны, Госдепартаменты, ФБР, ЦРУ, Министерство финансов и все такого прочего. То есть люди с образованием. Это представители, это люди, которые работают на крупнейшие корпорации военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки, айтишные компании. Ну и здесь находятся самые богатые штаты в истории Соединенных Штатов, как, допустим, графство Фэрфакс, самое большое это графство, самое богатое. Последний раз это я смотрел несколько месяцев назад. Считали его самым богатым графство Лауден. То есть, я вам скажу, действительно, если Янкина вместо Трампа предложит на пост кандидата, и он выступит за оказание помощи Украине в больших масштабах и с большей скоростью, я за него проголосую. Проблем нет. Еще одна интересная мысль. То есть шансы Трампа снижаются не только в связи с тем, что доноры начали косо на него смотреть. Тут еще какая вот ситуация возникла. В журнале «Атлантик» два выдающихся юриста. Один бывший федеральный судья апелляционного суда США, а другой почетный профессор конституционного права Гарвардского университета сказали, то есть они крупными специалистами являются по конституционному праву, они говорят, что есть такая поправка 14 Конституции США, согласно которой Трамп не имеет права вообще избираться не то что в качестве президента, он даже не может избираться ни на одну выборную должность. Что такое 14-я поправка? Значит, ее утвердили в 1868 году, после окончания гражданской войны. В этой гражданской войне победил Север, Юг проиграл, но после этого Юг начал присылать в качестве конгрессменов и сенаторов в Вашингтон людей, которые недавно вот воевали против этого Вашингтона, люди, которые за расизм там выступали и так далее. Ну и тогда приняли эту поправку, которая, значит, говорит примерно так. Любое лицо, которое давало присягу на соблюдение Конституции Соединенных Штатов Америки, а потом своими действиями нарушила эту присягу, то есть нарушила Конституцию, выступила против республики, существующих законов, не имеет права больше избираться. И вот эти юристы говорят, что Трамп это де-факто сам участвовал, подстрекал народ к мятежу 6 января и сам в нем участвовал. Все. То есть для того, чтобы ввести в действие эту поправку, она является она имеет прямое действие. Для этого не нужно изобретать никакие новые законы, и не нужно даже решение суда по тем делам, которые сейчас будут рассматриваться против Трампа. То есть уже того, что она есть, достаточно. Это вот два. Один судья, другой почетный профессор, одна из светил конституционного права Соединенных Штатов Америки. А теперь еще два, совершенно светила в области конституционного права опубликовали громадное исследование по поводу 14-й поправки. То есть она должна вот-вот выйти в крупном научном журнале. Но это будет как маленький взрыв тактического ядерного оружия. То есть вопрос о применении к Трампу 14-й поправки будет поставлен ребром. Вывод: Трамп больше не имеет права занимать пост президента или любую другую государственную или федеральную должность, на которую распространяется действие Конституции Соединенных Штатов, потому что он участвовал в мятеже или восстании и оказывал помощь и содействие другим лицам, участвовавшим в таком поведении. Ну и, наконец, о тектоническом сдвиге международного масштаба. Китай. Но сейчас, вы знаете, проходит сессия БРИКС, которую хотели с помпой, пытались организовать, она так была задумана. Типа это вот альтернативное, самый большой хурал, противовес западным демократиям. Цель его была, как было задекларировано, резкое увеличение численности членов этой организации, а также ускорение принятия решений по введению альтернативной валюты.
Ну и, судя по всему, это все приходится сворачивать. Что касается новых членов, то там были разговоры о том, что 43 государства очень хотят срочно вступить. Из них 23 уже подали заявки и прямо отталкивают друг друга, чтобы пролезть без очереди. 5 уже точно будут, вот прямо на этой сессии. Ну и потом пошел холодный душ. Шерпа, эта организация, заявил, что это все выдумки насчет того, что 5 членов новых будут приняты на этой сессии. А по поводу валюты поговорили, и как-то все затихло. И говорили как-то странно. Ну, сначала Путин, сам факт, что человек не приехал, вернее, не человек, а недочеловек, не приехал, а выступал по телевизору, это уже говорит о том, что ближайшие союзники России вынуждены были считаться с тем, что он находится под ордером на арест. И никакая альтернативная организация ему в этом помочь не может. Причем, что интересно, обратили внимание иностранные СМИ, он выступал по видео, говорил записи и говорил не своим голосом. Ну, то есть совсем не своим голосом. То есть выступала видеозапись вместо Путина с чужим голосом. Какое-то непонятное чудо произошло с товарищем Си. Он прибыл в понедельник, он повстречался с президентом, о чем-то они там поговорили, на следующий день должно быть уже заседание формальное этой организации. Там Си должен был выступать с речью, и товарищ Си не появился. Без всякого объяснения. Он вообще не появился на этом форуме. Вместо него, его речь вместо него зачитал министр торговли Китая, без всяких объяснений. Официозы китайские промолчали напрочь, не объясняли, что произошло. South China Morning Post, выходящая в Гонконге, процитировала 2 крупных экспертов, которые сказали, что что-то происходит не так. Ну, а что происходит не так? Буквально накануне открытия этой сессии БРИКС западные экономисты, эксперты, политики пришли к единодушному выводу. Экономическое чудо Китая прекратило свое существование. Вот это и есть сенсация. То есть это событие, которое совершается, ну так вот, скажем так, раз в столетие или 2 раза в столетие. Нечто предыдущее свершилось с Советским Союзом. Вот сравнивают, кстати, эксперты это событие с Советским Союзом, когда экономическая модель перестала работать. Япония в более таком мягком варианте, которая несколько десятилетий после Второй мировой войны, стремительный взлет, лидер в электронике, находилась на 2-м месте даже, там, где сейчас Китай находится. И даже были разговоры, что вот-вот маленькая Япония переплюнет и перегонит Соединенные Штаты Америки, потом бах! Сначала рецессия, потом кризис, и вот теперь оно все вот так тянется. И считается, что вот это вот оно все, что сейчас наступило в Китае, будет тянуться, вот ученые спорят, то ли 10 лет, то ли 20. А что будет тянуться? Будет тянуться рецессия, когда развитие будет, вот говорят, что оно будет идти, вернее, развитие, да, так называемое, от 0 до 3% ВВП в год. Но тут же эксперты предупреждают, что Китай, ну так же, как и Российская Федерация, они очень нечисты на руку со своей статистикой. Поэтому у них цифры, которые они приводят, их надо делить на 2. То есть, если это 0 будет, то это значит -2. А если это 3, как они декларируют, то это где-то 1,5%. Для китайской экономики 1,5% – это провал, это полный провал. Что там нарастает? Сначала, вы помните, мы с вами это обсуждали, там пузырь был, напряженность в кредитном секторе, в строительстве. Теперь это все глобально. Это резкое падение инвестиций, резкое падение цен, инфляция, яма. Реально демографическая яма. Количество населения нетрудоспособное, то есть пожилого возраста пенсионного, растет. То есть, по идее, молодые должны расти, среди них занятость, а среди молодых 20% безработицы. Чудовищно. Плюс, значит, рождаемость упала на 7% в последнее время. Количество браков упало.
То есть перспектива о том, что рождаемость, раньше боролись с излишней рождаемостью, а теперь китайцы не хотят размножаться, колоссально. То есть сама модель, в чем она заключалась? Также, собственно говоря, сравнивает это с Советским Союзом и в какой-то степени с Японией. Раньше рост был за счет государственных капиталовложений в строительство заводов, небоскребов, дорог, мостов. Все это теперь закончилось. То есть 10-20 лет это будет агония. А дальше вот, допустим, Ларри Саммерс, это бывший министр финансов Соединенных Штатов Америки, предрекает следующее. То есть Китай, по крайней мере, в течение следующего поколения никогда не догонит Соединенные Штаты Америки в области экономического развития. Все. То есть гонка закончилась. Некоторые утверждают, что это может закончиться крушением режима. То есть крушение экономической модели, а за ней идет крушение режима. Почему? Потому что в сложившейся ситуации, то есть перестала работать вот эта модель суперцентрализованного, плюс еще и авторитарного государства. У японцев было вот эти централизованные государственные капиталовложения, но не было тоталитаризма, все-таки был рынок. А здесь это авторитарное государство, плюс еще товарищ Си Цзиньпин, который является, как считается, тут таким твердолобым, не склонным, это не Дэн Сяопин, он не может развернуться внезапно на 180 градусов, то есть сама его персона и его характер, они будут препятствовать тем структурным изменениям, которые необходимы как воздух. Вот это все, значит, в принципе, как говорят, может привести к такому же краху, как и Советский Союз. Это за это. Но против есть такое соображение. Все-таки экономика Советского Союза была намного меньше, чем экономика Китая сейчас. Плюс Китай, в отличие от Советского Союза, все-таки встроен еще в мировую экономику. И это будет держать его на плаву, потому что другие страны не будут заинтересованы в том, чтобы экономика Китая рухнула, чтобы система рухнула, потому что это потом рябь, это самые волны пойдут и по всему миру, по всей мировой экономике. Но, тем не менее, значит, практически в то же самое время произошло еще одно событие. Значит, впервые за последние лет 15-20 первое место в торговле Соединенными Штатами Америки в экспортно-импортных операциях заняла Мексика. До этого это был Китай, теперь это Мексика. И, как считается, эта тенденция будет продолжаться. То есть не просто там тенденция, не то, что роль Мексики в экономике Соединенных Штатов в торговле будет нарастать. Вторая глобальная тенденция, которую я хочу сказать, на место глобализации, глобализация – это когда главный торговый партнер Китая является США или Евросоюз, это глобализация. А вот когда таким партнером США становится Мексика, это регионализация. Регионализация. Так вот, наступает эпоха регионализации. Крупные центры экономического, политического развития будут теперь кучковаться, так сказать, с теми, кто поближе. И из этого следует, ну, прежде всего, пролетает со свистом, как фанеры над Парижем, Москва. Потому что я обращал внимание на эту мысль в прошлых своих видео. Вот Китай, когда он пошел на ухудшение отношений с Соединенными Штатами Америки и с Европой, он все-таки эти отношения не разрушал. То есть он развивал отношения, он поощрял кремлевского деятеля на войну, на агрессию против Украины. Но он не сжигал мосты с Западом. А вот бледная моль сделала эту ошибку. Пойдя, они сначала, Кремль сжег мосты с Западом, и потом отдался полностью на волю, на растерзание Китая. Ну и теперь получается, глобализация для Китая заканчивается, нафига ей нужен Россия, отсталое государство. Там есть такие тигры, как Южная Корея, Япония, Филиппины, Таиланд. То есть они, Тайвань, тот же самый Тайвань. То есть Китаю теперь надо выползать из этой экономической ямы путем развития
новейших экономики, связанной с новейшими технологиями. Россия здесь совершенно никак не вписывается. То есть Россия остается источником поставки, ну, грубых ресурсов, которые отживают свой век. Вот уголь тот же самый, углеводороды и так далее. Это все экономика прошлого, 19-20 века. То есть это так вот, в чем-то есть помощь, но надеяться, что отношения с Китаем послужат развитию Российской Федерации, все, на этом можно поставить крест. Ну, а теперь, значит, что Китай, как он будет выбираться? Значит, тот же самый Ларри Саммерс говорит, что надо, ну, то есть, с одной стороны, есть надежды. Раз такая проблема, раз яма, в общем, колоссальная яма, и надолго Китай должен сейчас думать о том, как из нее выползти. Надо сворачивать внешние авантюры, свою активность типа БРИКСа, и, может быть, вот поэтому начинали с фанфарами, вернее, готовили с фанфарами, а вот как-то так оно заканчивается, сворачивается как-то так достаточно скромно. Ну вот, то есть вроде бы это позитивный фактор. И Китай, я прежде всего сужу о потенциальном влиянии этого на войну в Украине. То есть Китай не должен пойти на авантюру в виде открытой и мощной поддержки экономической, политической и военной Российской Федерации. Наоборот, он должен смягчить свою позицию и, значит, больше смотреть на реакцию Запада. И на тот курс, какой-то проводит Запад. И не случайно, вот буквально вчера китайский посол в Соединенных Штатах пригласил министра торговли США Джина Раймонда посетить Пекин. Это как-то так, как вы видите, совпадает вот это все. И вывод о начале краха китайской экономики, и тут же приглашение американского представителя. Раньше они как-то так тянули со всеми этими контактами на высоком уровне. А тут вот все как-то так все быстро завертелось. Ну вот, господа, такая ситуация. То есть мы надеемся, что дальнейшее развитие этих событий послужит на пользу Украине и всем силам добра в плане российской агрессии против Украины. Но и тем не менее, как предупреждает Ларри Саммерс, иногда, когда вот происходит такая ломка, некоторые страны, наоборот, становятся более агрессивными. В этом плане он вспоминает, что Советский Союз буквально за считанные годы до своего краха он участвовал, продолжал участвовать в авантюре, в агрессии против Афганистана, он разворачивал ракеты средней дальности. Все это так, но я вам скажу вот что. Ракеты средней дальности, Советский Союз, я точно знаю, как они разворачивались. Разворачивались не потому, что это был стратегический замысел, направленный на достижение какой-то внешнеполитической цели крупной. Это был результат просто идиотизма. Когда Брежнев был в маразме, вместо стратегической ракеты произвели ракету средней дальности, ухлопали на это несколько миллиардов в твердой валюте, которая тогда была на вес золота. Надо было как-то это все дело замазать, поэтому эти ракеты, которые построили совсем ненужные, надо было где-то развернуть. Вот для этого их и развернули. Поэтому вот этот пример Советского Союза, который стал более агрессивным, по мере того, как приближался его крах, не подходит. То есть я бы все-таки считал, что Китай должен сбавить обороты. Ну, будем наблюдать, как это все произойдет. А пока 40-летний бум в Китае закончился, теперь эта модель разрушена, господа. Историческое событие. И это я повторяю, не то, что там один сказал, подумал, или сказал так завуалированно, это говорят, вот видите, лозунгами, буквально как о свершившемся факте. Гардиан. Китайское экономическое чудо закончилось. Это признаки более глубокого системного кризиса. Но лидер Си Цзиньпин
самозваный силовик не готов идти по этому пути. А это вот признак того, что этот кризис может закончиться крахом или сменой товарища Си Цзиньпина, большого друга кремлевской бледной моли. Ну и последнее. Сегодня, пожалуй, день сенсаций. Как сообщает британская Financial Times, со ссылкой на источники в Кремле, самолет, который направлялся из Москвы в Санкт-Петербург, на борту которого находилось 10 человек, из них 7 пассажиров и 3 пилота, потерпел крушение. Все погибли. Среди присутствующих на борту, находившихся на борту, был человек под именем Пригожин. Это вот, видимо, вот тот Пригожин, о котором все мы сразу и подумали. Ну и, наконец-то, это все свершилось, потому что не свершиться это не могло. Это мафиозное государство, и мы с вами это обсуждали. Консиглиери или льютенант, как это называют в Соединенных Штатах, то есть помощник, подручный главного мафиоза, его предал, совершил что-то серьезное без согласования с ним, фактически наплевал ему в душу и в лицо перед всем миром, и главный мафиоза, естественно, не мог это простить, потому что иногда тогда, в противном случае, система просто ломается. Тогда подлежал бы уничтожению вот этот главный мафиоза. То есть, судя по всему, это тот самый Пригожин находился на борту самолета. И вот наступил его финал, ожидаемый финал. Его ожидали представители иностранных спецслужб, и мы с вами это ожидали. Весь вопрос был только, сколько времени это все продлится. Недолго, недолго. Итак, как говорится, rest in peace, Пригожин. Ну, а что касается Вагнера, то я вам говорил, высказывал свое мнение недели назад о том, что эта организация будет вычищена от всех тех, которые пользовались доверием, уважали Пригожина, пользовались его доверием. Это, видимо, процесс уже закончен. Теперь это совсем другая организация. А может быть, ее закроют, чтобы даже ненавистное название «Вагнер» больше не звучало, чтобы всем было понятно, что так поступать с Путиным нельзя. Но тем временем, как показывают, вернее, как предсказал искусственный интеллект в Соединенных Штатах Америки, в этом году и дальше важность частных военных организаций в действиях Мордора против Украины будет нарастать. Вот на это позвольте, друзья, закончить сегодняшнее видео. И, как всегда, слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разгромлен, победа будет за нами. Мордор вслед за Карфагеном будет разрушен. А вам, дорогие друзья, желаю выдержки, мужества, твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!